В последнее время власть все больше и больше разоблачает своих представителей, которые совсем сошли с ума на сверхпотреблении. Квартиры за миллионы долларов, недвижимость, ну уж когда дело доходит до каких-то невероятных самолетов с золотыми унитазами, которые возят не только самих их обладателей, но и их собак, то люди начинают задаваться вопросом, в чем суть этого безумия? Потому что такие вещи не встречаются больше нигде. Иногда, конечно, можно их было встретить раньше, в свое время, у каких-то индийских раджей, которые действительно сорили алмазами, играли в казино. И колониальные власти британские поощряли эти эксцессы в роскоши, в сверхпотреблении и так далее. И самое главное, в пустом проматывании колоссальных средств. Но даже и для раджей это все в прошлом. А в России это все продолжается. Люди задаются вопросом, они что, психически больные, у них диагноз? Зачем человеку, допустим, 50, а то и 100 самолетов с золотыми унитазами? Зачем возить по всему миру собак в этих самолетах? Зачем коллекционировать гигантское количество недвижимости, в большей части которой человек не может даже побывать в гостях, не то что там жить? На самом деле ответ не так уж прост, потому что здесь есть некая метафизическая тонкость. Ведь власть играет роль мытарей, работающих в пользу сатаны, в пользу Иблиса. Иблис облагает данью человечества. Иблис снимает с человечества, проживающего на этой планете, арендную плату за жизнь на этой земле. Как лендлорд собирает деньги с своих жильцов. С тем, естественно, моментом, что эта арендная плата все время повышается. Она повышается, причем таким образом, что производительные возможности человека, возможности людей коллективно, совокупно заработать на то, чтобы рассчитаться с большим хозяином этого мира, князем мира сего, возможности людей за повышением этой арендной платы не поспевают. Это один момент. Второй момент – это то, что мытари, которые собирают налоги с человечества, естественно, сегментированы. То есть кто-то со своей части управляемого человечества, кто-то там с другой своей части. Потом все это идет в общак на подготовку комитета по встрече Антихриста. Но, естественно, к рукам прилипает очень много. Естественно, мытари кладут себе в карман на проходе достаточно значительную долю собираемого ресурса. Причем с точки зрения мытарей это все законно, потому что даже собирание в какие-то гуманитарные и такие благотворительные фонды, оно, как правило, в своих уставах предусматривает, в некоторых уставах, что до 80% собранных денег идут в карман собирающим. Вот. Есть такие уставы, есть, и в принципе, там сама система таких фондов и таких сборов, она предполагает воровство и жульничество. Но, опять-таки, людям понятно, почему, скажем, дорвавшиеся до ресурсов чиновники, мытари, слуги Антихриста
даджала крадут. Людям гораздо меньше понятно, почему они превращают украденное в бессмысленные реализации, в бессмысленное потребление. То есть яхта не 150 метров, а 180. Не 20 метров ширины по ватерлинии, а 25. То есть, что, собственно говоря, там это, конечно, на десятки там, и сотни тысяч долларов дороже, но что, собственно говоря, выигрывает человек, который заказывает себе яхту на 30 метров, превышающую длину самой длинной? Почему он ставит золотые унитазы, почему он там ставит какой-нибудь невероятный из особого мрамора, там, скажем, плитку, облицовку в сортирах на этих ваннах и туалетах и так далее, и так далее. То есть, ну, скажем, роскошь саудовцев, роскошь там султана Брунея и прочее. Чем она мотивирована? А дело в том, что эти мытари находятся под контролем определенных сил, невидимых сил, которые держат и плотно контролируют их психику. Они потребляют тоже в свою очередь, они потребляют эту роскошь в первую очередь. Не человек сам, который вот является оператором, тело, как говорят, тушка, не тушка является, так сказать, потребителем этой роскоши, а та психическая монада, которая его контролирует. Потому что роскошь, напомню, она связана с элементом света. Ну, если вы подумаете о том, как вы себе представляете роскошь. Вот вы заходите куда-то в роскошное помещение. Естественно, вы его видите как? Сияющим, что там очень много хрусталя, очень много источников света, очень много, конечно же, золота. А золото – это аналог солнца. Очень много света, очень много блеска, очень много там драгоценных камней или хотя бы их имитаций. То есть свет является главным элементом роскоши и, естественно, именно через роскошь, то есть через свет реализуется представление о красоте, само понятие красоты. Красота – это в операциях такого рода людей, ну, как некие министры, как некие там эмиры, как некие султаны и так далее, и так далее. Вот тема красоты, она является очень важной. Почему? Потому что красота – это атрибут сатаны. Вы удивлены? А вот не стоит удивляться, потому что сатану следует воспринимать и видеть, реального сатану, иблиса. Не как монстра с крыльями летучей мыши, рогами, с такой чудовищной красно-коричневой кожей, поросшей шерстью. Нет. Это, возможно, джинны из нижних миров, которых часто принимают вот за воплощение зла, как оно есть, да? Но оно не имеет никакого отношения к Иблису. Иблис – это Аполлон Мусагет. Это световой человек иранского суфизма. Это на самом деле утренняя звезда. Это человек земли и неба, который представляет собой совершенное соединение всех состояний бытия. И, естественно, это световое соединение. То есть, на самом деле, сатана неотъемлем от гармонии, от эстетики, от красоты, от сияния, от всех вот таких вот вещей, которые сопрягаются с идеей силы, власти, изобилия, роскоши и так далее. Идея величия у людей, которые погружены в бытие, и идея красоты и сияния, они тесно связаны. Бытие должно сиять.
И если вы подумаете об этом, о метафизической стороне дела, о том, что пребывание у власти для таких людей, остро чувствующих предназначение своего поста, своей функции мытаря, что оно должно обязательно транслироваться в таких вот зримых образах и категориях света и красоты, для вас тогда не будет удивительным, почему собаки могут ходить в золотых ошейниках и летать в самых дорогих бизнес-джетах. Потому что это аспекты метафизики сатаны. Это проявление того, что бытие сосредоточено в великом существе, которое есть утренняя звезда, которое есть Люцифер. Люцифер, то есть носитель света. Тогда понятно и золото, и эксцессы, и так далее, и так далее. Потому что роскошь – это атрибут бытия, которое на самом деле является антидух. И вот почему всегда монотеистические традиции, монотеистические религии, основанные на откровении единого и единственного Бога, находились в оппозиции к роскоши, к световой метафизике, к эстетике сияния и света, или, по крайней мере, относились к этому крайне подозрительно. Почему у первых праведных халифов халаты были в дырках и в заплатах? Тоже поэтому. Потому что идея величия Аллаха настолько превышает принципы величия бытия, принципы величия, так сказать, вот этого сущего, в который мы вброшены, что выглядит как нищета. Аллах презентует себе как нищету, потому что он не может вместиться в свет и величие, которое мы находим здесь. А если мы здесь видим свет и величие, то это явно признаки сатаны. Вот поэтому коррупция, связанная с правящими кругами, она не просто желание вкусно покушать или отдохнуть на каком-то курорте типа Куршавеля. Это ерунда. Коррупция связана с служением мамоне. Для большинства это просто слова. Ну, какому-то мамоне это метафора. Там бог денег, там бог золота, вот, какое-то служение. Ну, естественно, гребут просто там какие-то доллары, рублики. Нет. Служение мамоне – это служение одному из аспектов сатаны. Это служение эстетики, это служение, именно служение той красоте, тому принципу прекрасного и сияющего, который является неотъемлемой чертой ненависти к Всевышнему и ненависти к Духу. Теперь смотрите. Служение мамоне, золотой телец. Все эти моменты, они интегрированы, являются одним целым. Это просто преодоление той грязи, из которой был создан человек. Но ведь Иблис говорит Всевышнему, когда ему было приказано поклониться Адаму: «Ты создал меня из огня, а его из глины». Ну, из глины, из грязи, да? И вот та часть людей, которая поставлена сатаной служить ему и поставлена наверх, она, естественно, хочет приблизиться к огню. Она, естественно, хочет выйти из грязи в князи, приблизиться к огню. Но к огню тварные существа из глины приблизиться не могут. Это бубо. Это сразу очень не в кайф. А вот золото – это максимальное приближение к огню, которое можно достичь на уровне глины. Из свинца – золото. Поэтому все, что мы находим в плане эксцессов так называемого потребления, есть форма литургия. Вы говорите, с жиру бесится.
делать нечего. За 50 миллионов долларов купят самолет и возят на нем собачек. Мол, просто в этих людях сияет какая-то пустота душевная, и они заполняют таким параноидальным бредом богатства свою бессмысленную жизнь. Так-то не так. На самом деле они чувствуют себя жрецами того, кого мы называем великим существом, то есть князя мира сего, жрецами, которые осуществляют литургию, и поэтому они чувствуют, наоборот, свою жизнь насыщенной, наполненной, как всякий поп, который при делах, который посвящен. Вот мы, единобожники, должны четко понимать, что мы имеем дело не просто с обожравшейся сволочью, а с четко установленным корпоративным заговором во имя пришествия Даджала Антихриста, который опирается именно на роскошь, на сверхпотребление, на золото, на культ красоты, эстетики, на все то, что противостоит духу. Красота – это враг духа, и красота, может быть, спасет мир, но погубит человечество.